Здравствуйте, друзья! Это канал MBS Electronics. Сегодня мы с вами продолжим тему визуального программирования Arduino в симуляторе Proteus при помощи встроенной системы, которая называется Visual Designer. Первый ролик из этой серии вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Кратко напомню, что речь шла о том, что в системе Proteus можно писать для Arduino программы без использования других сторонних программ и даже без стандартной оболочки Arduino. При этом Proteus поддерживает как стандартный подход к написанию программ, когда вы берете ручками, вбиваете код, все команды, процедуры. И второй подход, когда вам не нужно писать код, вы можете составлять этот код из удобных таких кубиков, соединять их линиями, из таких нодов, составляете вашу программу, и она работает. Это очень быстро, удобно, когда вам очень быстро нужно сделать какой-то проект. И если этот проект достаточно стандартный, множество существует стандартных задач, конечно же, я не утверждаю, что вот эта визуальная система программирования это такая панацея, и она может полностью заменить стандартное написание кода. Это просто один из инструментов, такой удобный подход, когда вам нужно что-то сделать очень быстро, у вас какие-то определенные временные рамки. Конечно, есть много других альтернативных приложений для визуального программирования Arduino. Но самая главная фишка Proteus в том, что вы делаете все внутри одной программы. Вы здесь и схему создаете, и создаете код прошивки, и здесь же симулируете, смотрите, как это работает. И даже можете, если вам нравится разводчик плат Proteus, можете здесь же и развести печатную плату. И вот в плане такой универсальности альтернативы Proteus просто нет. Но, конечно, у этого метода есть свои недостатки и какой-то некий потолок возможностей. Если вы хотите глубже входить в тему микроконтроллеров, конечно, вам придется ручками писать код, но тем не менее вот эта штука интересная. И сегодня второй ролик по этой теме, именно по визуальному программированию Arduino. Сегодня на базе Arduino мы запрограммируем полезное устройство. Это будет измеритель температуры и влажности с отображением информации на жидкокристаллическом экране. Сначала мы это все сделаем в Proteus, потом загрузим нашу прошивку в реальную плату Arduino и посмотрим, как это работает в реальных условиях. Идем в меню «Файл», «Новый проект». Запускается мастер создания нового проекта. В первой строчке называем как-то наш проект. Пусть это будет Arduino Termo. Вы можете назвать так, как вам больше нравится. Во второй строке нам необходимо выбрать путь, где будет храниться наш проект. Пролистаем. У меня есть папка Proteus на диске. В этой папке Proteus я создам еще одну папку, назову ее, например, 006. Здесь у нас есть несколько радиокнопок, из них нам нужно выбрать вот эту первую, New Project. Выбираем и нажимаем Next. На следующем шаге мастер предлагает нам выбрать размер бумаги для рисования схемы, то есть этого виртуального листа бумаги. Можно выбрать А2, А3, А4, ну давайте выберем А3. Кроме всего прочего, Proteus является еще и разводчиком печатных плат, но в данном случае эта функция не нужна. И здесь, на следующем шаге, мы выбираем вот эту радиокнопку «Не создавать проект печатной платы» и нажимаем Next. Следующее окно для нас важное. Здесь нужно выбрать тип прошивки, которую будет создавать Proteus. Здесь у нас также есть 3 радиокнопки. Из них в данном случае нам нужно выбрать третью, которая называется Create Flow Card Project. В Proteus вот это визуальное представление алгоритма прошивки называется Flow Card. Дальше в строке Family, это означает семейство, мы выбираем Arduino. В следующей строке, которая называется Controller, выбираем тип нашей платы Arduino. Я выбираю Arduino Uno. И в строке компилятор у нас должно быть вот это Visual Designer for Arduino AVR. Если у вас в этой строке будет что-то другое или не будет вообще ничего, то вам придется сконфигурировать компиляторы Proteus. Для этого служит вот эта кнопка «Компиляторы».
И что здесь нужно сделать, вы можете посмотреть в первом ролике по этой теме. Ссылка будет в описании. Следующее окно — это просто сводка параметров проекта нашего, где вы можете посмотреть, проверить, и если что-то не так, вы можете, вот нажав на эту кнопку, вернуться назад и исправить какие-то параметры проекта. В данном случае нас с вами все устраивает, поэтому нажимаем кнопку Finish. Итак, мы создали новый проект, заготовку прошивки и схему. По умолчанию в проекте мы имеем две вкладки. Вкладка Visual Designer — это как раз визуальное представление нашего алгоритма, она называется Flowcard. И вторая вкладка — это принципиальная схема нашего устройства, которое мы создаем, то есть обычное окно симуляции Proteus, к которому все привыкли. Видим, что Proteus поместил на схему вот такой блок из нескольких компонентов. Это как раз наша с вами плата Arduino Uno. Вот это у нас микроконтроллер от Mega 328. Также мы видим здесь все порты ввода-вывода, какие есть на реальной плате. Встроенный в плату светодиод и кнопка сброса. Теперь мы с вами должны добавить в схему еще два компонента. Это датчик температуры и влажности и жидкокристаллический дисплей. Теоретически можно было бы добавить компоненты вот отсюда, в этом окне, открыть вот эту вкладку компонентов, найти здесь ЖК-дисплей, найти здесь датчик температуры, но мы с вами в рамках нашего проекта поступим по-другому. Мы пойдем в окно Visual Designer. В дереве проекта вот здесь есть ветка периферия. У нас здесь в ветке периферия пока что по умолчанию есть только элемент, который называется CPU. CPU или процессор в рамках визуального дизайнера называется вот этот весь блок, то есть вся наша плата Arduino. Вот здесь в этой области нажимаем на правую кнопку мышки и выбираем Add периферию, то есть добавить периферийное устройство. Нажимаем, ждем. Появляется окно с периферийными блоками, которые уже встроены в Proteus. Видите, здесь много вкладок, много разных периферийных блоков. Все вот эти блоки, они представляют стандартный модуль для Arduino. Каждый вот этот квадратик представляет собой какую-то платку, которую можно заказать на AliExpress или купить в магазине. Нажимаем вот здесь на выпадающий список, выбираем вторую строку Breakout периферия. Выбираем вот этот второй модуль, называется он Arduino Alpha Numeric LCD 16×2. То есть, проще говоря, это обычный стандартный LCD дисплей, который нам и нужен будет. И нажимаем вот здесь кнопочку Add, добавить. Видим, что у нас вот здесь в дереве проекта появился периферийный модуль, как раз наш жидкокристаллический дисплей. И еще нам нужно добавить датчик температуры и влажности. Вот он здесь, Arduino DHT11 Humidity and Temperature Breakout Board. Вот. Нажимаем Add, добавили и закрываем окно. Вот так выглядит дисплей, который мы будем сегодня использовать. Стоит он примерно $1, а вот так выглядит датчик температуры и влажности. Теперь у нас здесь в дереве появилось два периферийных устройства. Это ЖК-дисплей. Если нажать вот на эту пимпочку, то откроется список с разными процедурами, которые можно использовать для этого дисплея. Также и здесь с датчиком температуры. Прежде чем начать программировать прошивку, нужно сделать следующее. Переходим во вкладку схемы, вот сюда, и видим, что у нас, кроме нашей платы Arduino, появилось еще два модуля. Вот он ЖК-дисплей, и вот он наш датчик температуры. Давайте немножко вот так перетащим сюда его, чтобы нам было удобнее. Масштабировать нашу схему можем колесиком мышки, а нажав на колесико мышки, мы можем вот так перемещать нашу схему на экране. Смотрите, друзья, мы с вами добавили вот эти два компонента из вкладки Visual Designer. Поэтому они уже добавились как блоки. Здесь есть все необходимые соединения. Видите, у дисплея уже все соединено как нужно. Выводы жидкокристаллического дисплея уже соединены с какими-то портами контроллера. Вывод данных датчика температуры у нас тоже соединен с портом контроллера. В данном случае он соединился у нас вот с этим портом In-Out 8. Мы должны убедиться, что у нас здесь нет конфликтов, потому что в некоторых случаях Proteus эти соединения делает правильно. Иногда он может сделать это некорректно. Например, вот этот порт может сидеть на каком-то другом порту, на который будет подсоединен, например, порт дисплея или еще какого-то устройства, которое мы с вами добавим сюда в схему. Поэтому нужно это все отследить вручную, желательно. Проще всего запустить наш проект на выполнение, нажать кнопочку Play вот здесь.
И если не будет никаких ошибок, значит никаких ошибок у нас и нет. Давайте посмотрим, что произойдет, если у нас будут какие-то конфликты в соединении выводов элементов здесь на схеме. Давайте попробуем изменить порт контроллера для вот этого информационного пина датчика температуры. Отсоединить его от 8 пина платы и подсоединить его вот сюда к 7. Мы знаем, что к 7 у нас также подключен вот этот пин жидкокристаллического дисплея. Для этого наводим мышку вот сюда на этот пин датчика и кликаем левой кнопкой мышки. Разблокируем установки. Для этого нужно снять вот здесь галочку Locked. И теперь мы можем менять распиновку. И вместо In-Out 8 мы выбираем In-Out 7, к примеру. И нажимаем ОК. Прошивка у нас пустая, она ничего полезного не делает, но на самом деле она не пустая. Там есть некий код инициализации, который должен нормально компилироваться. Нажимаем вот здесь на кнопочку Play. И вот здесь внизу Proteus нам выдал сообщение об ошибке. Данный порт In-Out 7 используется более чем одним периферийным устройством, и что наша конфигурация железа неверна. И прежде чем продолжать работать, мы должны это все исправить. Возвращаемся в схему и меняем обратно на In-Out 8. Кликаем, подставляем здесь In-Out 8. Можно заблокировать вот так. Теперь нажимаем на Play. Кстати, виртуально включается дисплей, но и ничего больше не происходит, потому что у нас нет никакого кода, который бы делал что-то полезное. Как раз самое время создавать наш полезный код. Переключаемся в окно Visual Designer, и здесь у нас есть заготовочка двух процедур: Setup и Loop, то есть бесконечный или основной цикл нашей программы. Последовательность команд от блока Setup до блока End выполняется в момент включения микроконтроллера. Если провести параллель с обычным невизуальным программированием, то этот блок соответствует функции Setup в обычном скетче Arduino. А вот этот блок команд Loop End соответствует стандартной функции Loop. Если вы когда-либо сталкивались с программированием Arduino, то, конечно, знаете, что любой скетч в среде Arduino начинается вот с заготовки с этими двумя стандартными функциями. После включения питания выполняется функция Setup, она выполняется только один раз, и после этого управление передается в основной цикл, то есть в функцию Loop. Команды внутри функции Loop выполняются бесконечно по кругу, пока мы не выключим контроллер, либо не нажмем кнопку Reset. На самом деле, в рамках нашей сегодняшней задачи мы могли бы вообще не использовать вот эту функцию Setup. Инициализация дисплея и назначение пинов у нас произошло автоматически, поскольку мы добавили модуль дисплея из FlowCard, а необходимые для работы программы переменные можно добавить из других блоков. Тем не менее, просто в образовательных целях давайте объявим две нужных нам переменные функции Setup. Кстати, нужно иметь в виду один важный момент. Все переменные, которые мы добавляем в любом месте программы, в этой системе визуального программирования, эти все переменные являются глобальными. То есть они будут доступны в любом месте программы для любой функции, которую мы создаем в нашей программе. Независимо от того, объявляем ли мы наши переменные в функции Setup, либо в основном цикле в каком-то блоке объявляем эти переменные, в реальном коде все эти переменные будут создаваться одновременно в самом начале выполнения программы. Поэтому то, что мы создадим их в процедуре Setup, это просто ради визуального, так сказать, упорядочивания нашей программы. Для того, чтобы объявить переменные, мы будем использовать вот этот блок, который называется Assignment. Он выглядит как прямоугольник со знаком равно. Давайте захватим его мышкой и перетащим вот сюда, так чтобы он зацепился между Setup и End. Дважды кликаем на блоки, чтобы открыть его свойства. Здесь есть список переменных Variables, он у нас сейчас пустой, и мы можем добавить в него наши переменные. Вот здесь. Нажимаем кнопочку New. В строке Name добавляем имя нашей будущей переменной. Сначала добавим переменную для чтения температуры. Имя ее будет состоять всего из одной буквы T. По умолчанию у нас это целое число, integer. Но нам нужно, чтобы переменная была типа float, то есть число с плавающей точкой. Поэтому вот здесь в выпадающем списке type, то есть тип, выбираем тип float. И после этого в нашем списке переменных появилась новая переменная с именем T и типом float.
Еще раз нажимаем New и добавляем еще одну переменную типа float с именем H, то есть humidity. Она нам пригодится для чтения влажности. Здесь же в этом окне можно присвоить любым переменным какие-то определенные начальные значения, либо каким-то нужным нам образом менять значения переменных по каким-то формулам, либо с помощью различных встроенных функций, которых здесь довольно много. Мы должны присвоить этим переменным какие-то начальные значения. Иначе, если мы все оставим как есть, в процессе компиляции у нас будет ошибка. Вот именно так работает этот блок assignment. В принципе, он предназначен не только для объявления переменных, а именно для присваивания переменным каких-то значений. На самом деле, объявлять переменные можно вообще из любого блока flowcard. Разницы не будет никакой, потому что, как я уже говорил, все переменные у нас глобальные, и при компиляции они все создаются в самом начале. Поэтому вот здесь нажимаем на пимпочку, открывается список с нашими переменными и выбираем переменную t. Пишем, что она у нас равна нулю. В следующей строке выбираем нашу переменную h и присваиваем ей тоже значение 0. Все, теперь можно нажимать ОК. Все, друзья, пока что мы с функцией setup закончили, и давайте обратимся к нашему главному циклу. Первое, что нам нужно сделать, это получить с датчика показания температуры и записать их в переменную t. Развернем наш датчик вот здесь в дереве проекта и найдем там функцию readTemperature, она самая первая сверху, зацепим ее мышкой и перетянем вот сюда, в наш основной цикл. Дважды кликнем на ней, чтобы открыть свойства. Здесь мы можем выбрать, в каких единицах будет считываться температура, в градусах по Цельсию или по Фаренгейту. Ну, нам привычнее Цельсий, оставляем Цельсий. Здесь мы видим список всех переменных, которые есть в нашей программе. В данном случае наши две переменные, которые мы раньше создали. Если бы мы не создавали эти переменные раньше, то они бы создались автоматически во время добавления вот этого модуля, этой функции readTemperature. То есть мы с вами использовали блок assignment в функции setup только в образовательных целях, чтобы познакомить вас вот с этим блоком assignment. Все, что нам нужно сейчас здесь сделать, это задать, в какую переменную будет считываться температура. Напротив слова температура в выпадающем списке выбираем переменную t и нажимаем кнопку ОК. Следующим действием нам нужно точно так же, таким же образом прочитать влажность. Выбираем функцию readHumidity, то есть прочитать влажность, и перетаскиваем ее на наш бесконечный цикл, устанавливаем следом за чтением температуры. Двойным щелчком открываем свойства и убеждаемся, что там у нас выбрана переменная h. После выполнения этих функций в переменной t и h у нас будут значения температуры и влажности, и все, что нам осталось сделать, это вывести их на ЖК-дисплей. Вот здесь, где у нас дисплей, нажмем на пимпочку, откроем вот эту ветку дисплея. И для начала давайте выберем функцию Clear. Вот она здесь в самом начале списка. Перетягиваем ее вот сюда. Все, что делает функция Clear, это очистка дисплея. Мы поместили ее сюда для того, чтобы перед выводом новых значений температуры и влажности удалить с экрана предыдущее значение. Теперь снова идем в дерево дисплея, и вот здесь почти в самом низу находим функцию Print и перетягиваем ее вслед за функцией Clear. Дважды щелкаем на нее, и здесь нам нужно указать функции, что мы будем с вами печатать. То, что мы будем печатать, необходимо задать вот в этой строке, которая называется Arguments. Можно сказать, что это у нас аргументы вот этого блока или функции print. К слову, все вот эти функции здесь в терминологии flowcard называются блоками. Я буду говорить иногда блок, а иногда я буду говорить функция. Каждый блок выполняет какую-то функцию. Сейчас в этом конкретном блоке мы будем выводить на дисплей температуру. Поэтому сначала напишем текстовое сообщение. Предположим, мы хотим, чтобы было написано t равно, и потом у нас должна выводиться уже реальная температура. Текстовые сообщения, вот эти текстовые константы, необходимо брать в кавычки. Точно так же, как и при обычном стандартном программировании Arduino. Вводим кавычки, t пробел равно, еще один пробел и закрываем кавычки. Дальше мы вводим плюс. То есть мы будем соединять две строки с вами. И сейчас здесь, очевидно, нам необходимо вывести значение числовой переменной t.
Но все дело в том, что функция print не может непосредственно напечатать наше число. Нам нужно преобразовать число в строку. Видите, здесь есть вот такое небольшое окно со списком всех доступных функций, различные встроенные функции. Ищем здесь функцию toString, она третья сверху. Дважды кликаем на нее, и она подставляется у нас вот здесь в строку после плюсика. Устанавливаем курсор внутри скобок, вот здесь у нас появились скобочки, и дважды кликаем на переменной t, вот здесь в списке. Переменная вставляется между нашими скобками. Можно на клавиатуре напечатать маленькую букву Т, разницы нет. Обращаем внимание, что вот здесь справа появилась такая зеленая галочка. Это означает, что вот здесь у нас корректное выражение, никаких ошибок нет. Идем в дерево дисплея и ищем здесь блок setCursor и перетаскиваем его сюда. Он устанавливает позицию, с которой начинается печать процедурой print. У нас есть блок clear, он очищает дисплей и одновременно устанавливает курсор в начало первой, то есть верхней строки, в нулевую позицию, то есть в позицию, где находится у нас на дисплее самый первый символ, верхний левый угол дисплея. Дальше у нас есть функция print, которая печатает какое-то сообщение из нескольких символов. Фактически там будет несколько символов. Сначала текстовое сообщение, потом цифровое значение температуры. И позиция печати у нас останется в первой строке, там, где мы закончили печатать процедурой print. И поэтому нам сейчас вот в этом модуле setCursor необходимо установить правильную позицию печати для вывода на экран влажности. Информацию о влажности мы будем выводить с нулевой позиции, но второй строки. Мы помним, что на дисплее у нас две строки по 16 символов. Строка call — это наша колонка, то есть позиция символа в строке. А вот здесь, где написано row, это как раз номер строки. Нумерация позиции и строки у нас начинается с нуля. 0 — это первая позиция, 15 — это 16-я позиция, и соответственно у нас две строки, 0 будет это первая строка, 1 — это вторая строка. Нажимаем ОК. Можем просто скопировать вот этот блок. Выделяем его так, чтобы он стал красным. Нажимаем на клавиатуре Ctrl-C и нажимаем Ctrl-V. Нам нужно здесь всего лишь заменить две буквы. Вместо T мы ставим H, пишем H, то есть humidity. И вот здесь удаляем переменную T или T, как правильно говорить, и дважды кликаем на переменную H. Она сюда вставляется, либо можно ручками написать просто маленькую H. Если будете писать ручками, имейте в виду, что имеет значение большая буква H, это будет уже другая переменная. Маленькая буква H, это будет вот это наша переменная. То есть в языке C регистр букв имеет значение. А вот эта программа, которую мы создаем здесь визуально, на этапе компиляции она будет преобразовываться в обычный C-файл, в обычный скетч Arduino. Как его посмотреть, где он находится, я вам расскажу позже. Давайте вот здесь после всех наших блоков установим еще блок задержки. Вот здесь в стандартных блоках для задержки есть специальный вот такой стандартный блок. Вот он вот так выглядит. Перетаскиваем его сюда и давайте попробуем сделать задержку полсекунды. То есть 500 миллисекунд пишем вот здесь. 500, и по умолчанию у нас здесь миллисекунды. Можно в секундах задавать задержку, либо в микросекундах даже. Но нам нужны именно миллисекунды, и мы вот ставим здесь 500 миллисекунд. И нажимаем ОК. Собственно, наша программа практически готова, и мы можем с вами посмотреть, как она работает в симуляторе. Мы можем явно откомпилировать программу, выбрать в главном меню Build Project, либо нажать сочетание клавиш Ctrl F7, либо можно просто нажать вот здесь кнопку Play, то есть запустить симуляцию. В любом случае, когда мы запускаем симуляцию, если были какие-то изменения в программе, то программа будет автоматически откомпилирована. Давайте так и сделаем. Просто нажимаем Play. И видим, что идет компиляция. Компиляция закончилась. И на дисплее мы видим, друзья, нашу температуру и нашу влажность. Вот так можно это смотреть здесь, непосредственно в окне визуального дизайнера. Можно переключиться в Schematic Capture, то есть в окно схемы, откуда у нас берется температура и влажность в виртуальной схеме в Proteus. А вот она берется откуда. Вот видите, в этом блоке мы можем менять температуру и влажность. Вот я сейчас сделаю
скажем, влажность 70%, а температуру, здесь переключаем на температуру, кликаем, и температуру я хочу сделать 30 градусов. Да? Здесь должно все это появиться. Да, вот обновился экран, смотрим, температура у нас 30 и влажность 70. В принципе, мы можем сейчас загрузить эту программу в плату Arduino, то есть прошить наш микроконтроллер и посмотреть, как это будет работать в реальном мире. В идеале, в реальном мире наша программа должна работать так же, как и в симуляторе, но, кстати, надо заметить, что не всегда такое бывает. Что можно еще сделать с нашей программой? Ну, давайте перед тем, как залить ее в реальную плату, сделаем еще заставочку, чтобы во время включения нашей, так сказать, метеостанции у нас показывался на экране заголовок на какое-то время, а потом уже начинался вывод температуры и влажности. Очевидно, что заголовок показывается только в момент включения, поэтому команды, которые будут выводить заголовок, логично поместить вот здесь, именно в процедуре Setup. Мы знаем, что она выполняется один раз в самом начале программы. Давайте в дереве еще раз выберем блок Print и вставим его вот сюда. Дважды кликнем по нему и напишем здесь сообщение, которое нам нравится. Я напишу название канала, вы можете написать то, что вам больше по душе. Открываем кавычки и пишем MBS Electronics. И если мы оставим вот так, то эта надпись промелькнет настолько быстро, что мы просто не успеем ее увидеть. Поэтому нам нужна еще одна временная задержка. Перетянем сюда модуль временной задержки. И пусть у нас с вами надпись показывается на дисплее 1 секунду. Пишем здесь 1000 миллисекунд, либо можно вот так выбрать здесь секунды и поставить 1 секунду. Запускаем нашу программу, она компилируется. И видим надпись MBS Electronics. И пошел вывод температуры и влажности. Вот такую конструкцию собрал я на Breadboard. Вот такая плата макетная, на которой можно собирать разные конструкции без использования пайки. Это наша плата Arduino Uno, вернее ее китайский клон. Прекрасно работает. Для связи с компьютером используется китайский чип CH340. Очень распространенная штука. Можно купить на AliExpress. Ссылочка, друзья, будет в описании. Arduino я соединил с макетной платой вот такими стандартными перемычками, проводками. Это тот самый датчик температуры и влажности DHT11. Стандартный жидкокристаллический дисплей. 2 строки по 16 символов. И вот здесь переменный резистор, он используется в данном случае для регулировки контрастности дисплея. Сейчас я эту плату подключу к ноутбуку и загружу в нее прошивку, которую мы только что с вами написали. Сейчас Arduino у меня подключено к одному из USB портов компьютера. Чтобы непосредственно из Proteus у нас была возможность прошивать Arduino, нужно убедиться, что проект у нас настроен правильно. Идем в главное меню Project Settings. Установки проекта. Обращаем внимание вот на эту строку программер. В качестве программатора должен быть установлен здесь вот такой AVR Dude. Интерфейс Arduino от Mega 328. И самое главное, вот здесь в строке порт нужно выбрать тот последовательный порт, на котором у вас как бы установилась плата Arduino после того, как вы ее подключили к компьютеру. В данном случае у меня это COM5, и он вот обозначен как USB Serial CH340. Нажимаем ОК. Теперь мы можем загрузить нашу прошивку в плату Arduino. Сейчас в плату у меня залит стандартный скетч мигание светодиодом из набора примеров Arduino. И сейчас мы его заменим на нашу метеостанцию. Для загрузки прошивки в плату можно открыть меню Build и выбрать Upload. Это один вариант, либо нажать Ctrl F8, либо вот здесь в меню инструментов нажать вот на значок микросхемы. Давайте нажмем на значок микросхемы. Идет компиляция нашего проекта. Ждем. То есть проект компилируется заново полностью, поэтому это занимает некоторое время. И пошла загрузка скетча в плату Arduino. Все, друзья. Я вот отсюда вижу, что у нас уже показывается температура и влажность. Но камера стоит так, что вам этого не видно, к сожалению. Сейчас я переставлю камеру по-другому, и мы с вами посмотрим. Ну вот сейчас хорошо видно, друзья. Видите, на дисплее показывается температура. Сейчас у меня в комнате здесь 30 градусов, довольно жарко. Я отключил кондиционер, поэтому вот так.
и влажность у меня 62%. После того, как вы прошили плату, уже не обязательно, чтобы она была подключена к компьютеру, естественно. Сейчас у меня вон там в розетке включен блок питания от смартфона, и я от него запитал платку. Отключаем. Нам же надо заставку посмотреть еще. Включаем MBS Electronics. И начинается измерение температуры и влажности. Давайте нагреем датчик. Вот смотрите, увеличивается влажность, потому что у меня влажные руки. 31 градус по Цельсию. Нагрелся датчик. Давайте включим кондиционер. Устанавливаю на кондиционере какую-то температуру, пускай будет 25 градусов. И посмотрим. Пока кондиционер охлаждает мою комнату, я вам покажу, как работает вот этот переменный резистор. Он служит для изменения контрастности дисплея. В каком-то положении вообще исчезает все с дисплея. Вот медленно поворачиваю. И в эту сторону тоже. Видите как? Надо найти такую точку, такой угол поворота движка потенциометра, когда у нас самая лучшая контрастность. Ну вот, прошло минут 10, температура в комнате 24, влажность 48. Стало, конечно, довольно комфортно и даже чересчур прохладно. Даже кошка у меня спряталась в переноску свою. Она уже привыкла к климату, к жаркому, расслабилась. И вдруг здесь такая прохлада из кондишки. И в заключение я расскажу, где можно посмотреть C-файл, вот тот самый скетч, который создается Proteus вот из этой нашей визуальной диаграммы. На самом деле нет какой-то специальной постоянной папки, в которой хранится этот скетч. Файл хранится во временной папке, которая создается Proteus. Поэтому, чтобы точно узнать, где в данный момент расположен этот файл, идем вот сюда, в нашу схему, дважды кликаем на микроконтроллере, открывается окно свойств контроллера, и вот здесь ищем заголовок Program File, и напротив него вот здесь в этой строке как раз находим расположение этого файла. Нам нужно сделать следующее: скопировать вот так все это, кроме самого имени файла. Потом идем в менеджер файлов или просто открываем проводник Windows и в строке и вставляем этот путь, чтобы не набирать его ручками. Нажимаем Enter и попадаем в папку, где находятся все файлы проекта. Ищем файл main.cpp. Это как раз и есть C-файл нашего проекта. Давайте посмотрим, как это все для нас оформил Proteus. Открываем этот файл в текстовом редакторе. Вот и смотрим на наш скетч. Он довольно короткий. Мы видим, что у Proteus отлично проработанная оптимизация. В отличие от некоторых других программ, которые тоже делают такое визуальное создание программ для Arduino. Здесь у нас все достаточно лаконично и понятно на нормальном человеческом языке. Смотрим, какие внешние библиотечные файлы подключаются в наш проект. Видим как раз здесь запуск нашего дисплея и видим вот здесь инициализацию нашего датчика температуры и влажности. Как вы помните, мы с вами специально никакой инициализации для этих устройств не делали. Вот здесь мы видим две наших переменных. Помните, у нас были две переменные t и h типа float. И вот здесь Proteus преобразовал их вот в такие переменные. Вот эти две строки — это опрос датчика. Сначала мы опрашиваем температуру, потом мы снимаем показания влажности. Очистка дисплея, вывод на дисплей значения температуры, установка курсора в начало следующей строки, вывод на дисплей влажности и временная задержка половина секунды или 500 миллисекунд. Вот такой скетч, в нем практически ничего лишнего. Proteus это делает довольно корректно, не добавляя особо каких-то ненужных заглушек, там пустышек и так далее. На этом пока что все, друзья. Получилось довольно длинное видео, хотя эту программу можно составить из этих кубиков буквально за 5 минут. Но это видео для начинающих, и я хотел более подробно остановиться на разных мелочах, из которых, как известно, состоит дорога в электронный рай. Ну или в противоположную сторону, как вам больше нравится. Поддержать канал вы можете, оставив комментарий, поставив лайк, а также материально поддержать канал вы можете донатом по ссылке в описании и в прикрепленном сообщении. Это очень важно сейчас, друзья, чтобы канал продолжал работать, потому что монетизации в русскоязычном пространстве пока что нет и, наверное, не намечается в ближайшем будущем. Итак, всем добра, главное, всем мира. До свидания, до следующей встречи на канале MBS Electronics.